Глубочайшие свои извинения потерпевшим, сожалею о содеянном. Это тяжкое бремя, и я его прочувствовал в полной мере. В Екатеринбурге бывшего начальника отдела по борьбе с запрещенными веществами, да, по которым мы часто слышим дела, где ничего не расследуется, все время какие-то неизвестные, ловят в лучшем случае каких-то исполнителей. Так вот, этим вопросом занимался долго некий бывший начальник отдела по борьбе с запрещенными веществами Кировского, в частности, РУВД, Владислав Соболь. Вот он этим занимался, мы с вами годами удивлялись, а почему не ловят организаторов? И, наконец, вдруг другие правоохранители, дай бог им здоровья, поймали самого Владислава Соболя. Вот как интересно повернулась ситуация. И признали лидером банды милиционеров. И фактически окончательно отправили в колонию строгого режима на 16 лет за серию из 11 убийств и другие тяжкие преступления, совершенные еще в конце 90-х, начале 2000-х годов. Железнодорожный районный суд назначил ему 9 лет 10 месяцев лишения свободы за организацию преступной группы, разбой и незаконный оборот оружия. Но с учетом старого приговора 2006 года, который сейчас сложили с новым, общий срок составил 16 лет строгого режима. По данным следствия и суда, именно Соболь, будучи тогда высокопоставленным сотрудником милиции по линии наркотиков, собрал вокруг себя группу из действующих и бывших силовиков, которые под видом борьбы с преступностью на деле устраняли неугодных, вывозили людей в лес, пытали, убивали свидетелей и заявителей и параллельно решали вопросы криминального и коммерческого характера. Осенью, кстати говоря, очень интересно, те, с кем они коллаборировались, они не стали сегодня какими-нибудь успешными бизнесменами. Неплохо бы, как говорится, имена в студию и тех, на кого они работали, как банда милиционеров-киллеров. Как считаете, друзья? То есть это же странно было бы, если только они в данном случае несут ответственность. Вдруг это кто-то из под большой международной лупой какой-нибудь бизнесмен, может быть, он с ними контакты имел, да, то есть вот эти вещи тоже неплохо бы, то есть с какими бизнесменами, то есть там должно быть очень много, мне кажется, имен из тех, кого мы, наверное, сегодня знаем. Осенью 99-го года участники этой группы вывезли в лес под Екатеринбургом нескольких человек, которых подозревали в наркоторговле, били, пытали, добиваясь информации, а затем убили и спрятали тела. Позже, опасаясь, что их могут опознать, они расстреляли 3 бездомных, а также ликвидировали заявителей и свидетелей по делу. При этом один очевидец чудом выжил и позже дал показания. Среди эпизодов, фигурирующих в материалах дела, есть убийство 2 молодых людей, которых милиционеры заподозрили в торговле запрещенными веществами и задушили после пыток в лесу. Расстрел 3 бездомных, а также убийство юриста фирмы «Русские самоцветы», которые следствие и СМИ связывали с борьбой за контроль над предприятиями и интересами вокруг бизнеса. Люди они за все брались, используя свои полномочия. А вот куда на них жаловаться, да? Всего суд и следствие официально установили 11 убийств. При этом Соболь полностью признал вину, пошел на досудебное соглашение и сотрудничал со следствием, что формально позволило ему избежать пожизненного срока и получить ограниченный по времени приговор с учетом уже вынесенного наказания. История этого дела тянется много лет. Еще в 2000-х на Урале активно расследовали преступления так называемой банды милиционеров. А сам Соболь уже получал 16 лет за организацию банды убийства. Но один из недавних приговоров железнодорожного суда был в итоге отменен. Материалы дела дважды возвращали в прокуратуру, после чего в марте 26 года его снова передали в суд и сейчас, по сути, закрепили прежний срок новой формулировкой. Сейчас Соболь находится под стражей, и если приговор не изменят в апелляции, он будет отбывать 16 лет в колонии строгого режима, а суд частично удовлетворили иски потерпевших, что для родственников жертв означает хоть какое-то признание вины государства и его представителей в том, что долгое время под крышей силовой структуры действовала организованная банда убийц. Эта история может означать, что правоохранительная система пытается формально закрыть один из самых громких старых эпизодов участия милиционеров в организованной преступности, но одновременно оставляет много вопросов к тому, почему за 11 доказанных убийств власть в руках силовиков глава такой группы получает конечный срок, а не пожизненное заключение. И насколько полно вообще установлены все эпизоды и участники. Кстати говоря, помимо этих вопросов, друзья мои, которые собрал, спасибо, храни бог, искусственный интеллект и YouTube, и интернет в России, да, все любят все эти вещи, ну как кто-то, видимо, борется то ли с народом, то ли за преступность, и все это пытаются тормозить.
Но собрав вот этот мне материал, искусственный интеллект сделал, ну, какие-то вещи он сакцентировал, все это подбил мне всю эту выжимку. Но я еще со своей стороны бы, друзья мои, от себя, наверное, дополнил тем, что если сажают полицейского, я бы хотел увидеть пересмотр всех дел, которые он вел. Вот это очень важный момент, на который, к сожалению, в России я не видел, чтобы хоть раз как-то обращали внимание. Хоть СМИ, хоть те же силовики. То есть милиционеры, вот он же вел какие-то дела. И причем они ведут по много дел. Они не блогеры. Я сяду за одно дело, я иной раз некоторые дела 3 года расслеживал, как там, не знаю, например, дело Влада Бахова, Насти Муравьевой, там, года полтора, тщательно, внимательно каждое событие, каждую новость. Я просто, у следователя там постоянно по несколько дел. И в этих делах по нескольку имен и судеб. И вот это чудовище, убийца, он ж, наверное, и там не был ангелом. Мне кажется, надо пересматривать все дела не только связанные с ним, но и со всем отделом, где он работал, или нет. Но это, наверное, уже какая-то такая совершенно радужная фантазия. То есть хотелось бы, чтобы так было. Может быть, когда-нибудь до этого дойдет. По крайней мере, тенденция неплохая, то, что таких сажают. Это, в принципе, наверное, хочется похвалить сегодняшних, то, что они так немножко дали по зубам вчерашним. Ну, по зубам ведь можно тоже давать для картинки, да, чтобы мы верили, ну, вот я, по крайней мере, в то, что это исчерпывающее расследование, да, с финальными точками. Ну, я только что перечислил, чего не хватает. То есть полноценное, что прям, что называется, весь ливер наружу, чтобы все это вскрыть и вывернуть. Он мент был, в сколько дел он вмешался. Это только конкретные яркие и жаркие эпизоды. А сколько он судеб сломал. Вот то, что акцент есть на людей, которые, да, которые пострадали от его действий, но это не только жертвы тех родственников, кого он убил. А те, кого он, может быть, за свои же убийства сажал, мы об этом говорить будем, или не сажал, или сажал кто-то другой, а может быть, они друзья. Да, вопросов много, вопросов много. Я как-то поинтересовался, есть такой Чичи Варкин, не знаю, кто-то, может быть, слышал, такое попалось мне как-то имя случайно. Я поковырял, только у него такие друзья, один друг, например, полицейский милиционер тогда еще, или полицейский уже, зашел в магазин, просто людей начал расстреливать. Я начал дальше копать, оказалось, что, ну, вот я пришел к выводу, что он просто пытался попасть в сумасшедший дом, потому что на них уже давили, их, опять же, некие кураторы, похожие из силовых структур. Один в результате сбегает за границей, там сейчас винишком торгует, то есть совершенно бездарь с точки зрения талантов коммерческих. То есть явно, значит, это просто, ну, номинал такой был, который успел сбежать, наверное, хотели их подчистить. Второй, испугавшись, что подчистят, изобразил себя сумасшедшего, расстрелял кучу людей. Попал на пожизненный, кстати говоря, тот, который сбежал, активно боролся, чтобы ему смягчить срок отбытия наказания. Я к чему? К тому, что если вширь не идти, то вши, образно выражаясь, паразитирующие организмы вот таких вот создателей банд, они ведь остаются. И мне кажется, они несут опасности, ну, если не больше, то, в общем, несут они опасность. Увидимся.